Добрый день, дорогие скорпионы! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на сентябрь 2024 года. Да, дорогие, вот так быстренько мы открываем осень. Знаю, что ждете осенние гороскопы, они выйдут следом за сентябрьскими. Так и будет называться осень силы, будет проверять нас всех на прочность. Для Скорпиона это не новость. Я надеюсь, вы не живете в мире с розовыми пони и прекрасно понимаете, что Скорпион это очень сильная, мощная сила продвижения, завоевания бизнеса, в принципе, кармы и любовных отношений. Поэтому, да, мои дорогие, присаживайтесь поудобнее, сейчас быстренько расскажу. Включайте VPN, если у вас есть сложности с просмотром этого видео. Ну а мы открываем эту осень. Да, начало сентября у нас будет достаточно динамичным. У нас разворачивается Уран прям с 1 сентября. Вот прям так легко. Он в Тельце, и эту историю очень сильно почувствуют как раз-таки скорпионы третьей декады, кто родился на стыке рядышком со Стрельцами. Также эту историю очень классно, с воодушевленным подтекстом почувствуют точно так же те же самые скорпионы. Здесь Нептун будет делать, он уже идет в ретроградном движении с июля, и эта история как раз-таки воодушевления, активности, бодрости вместе с остановкой вот таких сложных, мощных процессов. Поэтому здесь не хочу, чтобы вас как-то эта история пугала. Ну и, конечно же, классическая. У нас 1 сентября Плутон, ваш управитель, последний раз в наших жизнях меняет знак. Он из Водолея переходит в Козерог и будет делать очень классный секстиль именно скорпионом третьей декады. Поэтому, да, дорогие скорпионы третьей декады, для вас, я бы так сказала, начало сентября, первая его неделя, будет бодрая. Ну, во-первых, разворот Урана вас немножечко встряхнет, если вы немножко засиделись, устали и думали, что у вас в жизни все как-то вот случается, очень много событий, очень много движений. Так вот здесь разворот Урана в первую неделю, вот я бы так сказала, и после этого момента начнут происходить очень много событий. Эти события не нацелены на то, чтобы показать вам, какой вы плохой человек. Нет. Забегая вперед, скорпионы первой декады – это те, кто родился в октябре, скорпионы второй декады – те, кто родился с 1 по 10 ноября, и скорпионы третьей декады, кто родился с 11 ноября по конец знака зодиака Скорпион до Стрельца. И здесь история того, что скорпионы как раз таки третьей декады очень сильно и очень мощно прочувствуют именно начало сентября. Разворот Урана даст свою силу, мощь и напористость движения событий. Уран – это планета, которая отвечает за наше будущее, за коллективные проекты, за работу с друзьями, информационные технологии, IT, разработки, внедрение, интеллектуальные знания, аналитические. То есть если ваша жизнь, работа связана именно с этими сферами жизни, да, тогда скорпионы третьей декады, ну, ловите плюшки. Будет уходить все старое с этого момента, и на 5 месяцев начнут работать события именно для скорпионов третьей декады, которые заставят поменять жизнь, поменять мышление. Но при этом здесь еще у нас ретроградный Плутон, который на несколько месяцев зависнет в Козероге и будет делать очень классный секстиль именно как раз-таки скорпионом третьей декады. И здесь, ребят, понимаете, что у вас начинается очень активное, амбициозное, мощное время. То есть не время раскисать. То есть скорпионы третьей декады, у вас история на этот сентябрь такая достаточно очень мощная. Да, события будут выбивать из колеи, необходимо максимально проявлять себя по-новому, креативничать, создавать нечто новое, творить, создавать, делать деньги, создавать бизнес, отношения в том числе. Что касается скорпионов, сейчас я знаю, вы мне скажете, скорпионы второй декады, скорпионы первой декады, что же нам делать? Скорпионы второй декады. Здесь прекрасно вообще все. Здесь Сатурн из Рыб делает прекрасный трин для скорпиона второй декады. Ребят, планомерность действий, четкий план для реализации. У вас прекрасно сохраняется эта история как раз-таки на весь сентябрь в том числе. Скорпионы первой декады. Вот здесь как раз-таки история с ингрессией
Плутона в Козерог будет сложновато, потому что здесь сам Плутон, ваш управитель, будет делать квадратуру к вашим солнышкам в транзитных картах, и здесь история нужно сделать свой максимум. То есть это история того, что взять всю свою мощь, силу и самообладание. То есть эта история от вас, дорогие скорпионы, первой декады в сентябре будет сложной. Еще и под коридор затмений, заставит задуматься, понимаете, да? И поэтому начало сентября вы ощутите как раз-таки на нотках эмоциональных ощущений, будет, что прибыло очень много сил, и вас словно заставляют пробивать стены, строить бизнес, делать нечто большее, делать гораздо большее, чем вы привыкли. Но вот те скорпионы, которые весь 2023 год с этой историей боролись, да, скорпионы первой декады, вы прекрасно понимаете. Скажу вам, ребят, это последняя петля, это последнее возвращение. Вот если вы там не доделали, кто вот смотрел вот мой гороскоп на 2024, да, вот если вы вот там не доделали, то тогда вот сейчас вот осенью еще нужно будет постараться потрудиться, потому что на пару месяцев, я бы так сказала, небольшой спойлер, да, на осенний гороскоп. Именно скорпионам первой декады необходимо взять в руки всю свою силу, мощь, действие и начинать подниматься выше. То есть зарабатывать больше, прикладывать больше сил, выносливости. Придется сказать мне это слово выживание, да, для того, чтобы научиться выживать еще больше, строить свою жизнь еще интереснее, при этом развиваться, любить, строить отношения, зарабатывать. И поверьте мне, поверьте, всем нам дается по силам. Нет тех задач, с которыми бы вы не справились, дорогие скорпионы первой декады. И этот момент временный. Он такой последний, я бы так сказала, проверочка именно для скорпионов первой декады. И здесь, вот честно скажу, на то, как вы начнете этот сентябрь, будет влиять исход ваших событий. Потому что 2 сентября у нас новолуние в Деве. При этом Солнце будет в оппозиции с Сатурном. Что здесь нужно? Составить план, начать его реализовывать, максимально честно себе ответить, какой уровень жизни вы хотите. Это новолуние очень классно будет влиять на скорпионов первой и второй декады. Поэтому здесь, мои дорогие скорпионы, пожалуйста, запаситесь терпением, постарайтесь сделать как можно больше для того, чтобы эта история получилась очень классной. Для того, чтобы этот сентябрь для вас не просто улетел, я бы так сказала, в трубу, да, для того, чтобы он у вас случился еще и финансово прибыльным, для того, чтобы он у вас в отношениях хорошо проигрался, да. И здесь необходимо как раз-таки, ну, если условно поделить сентябрь, я бы поделила его до коридора затмений и уже сам коридор затмений, да, то есть со 2 сентября по 18 и с 18 сентября у нас начинается коридор затмений, с лунного затмения, которое будет полнолуние в Рыбах. Полнолуние в Рыбах, Луна в соединении с Нептуном. Очень хорошая будет эмоциональная история для скорпионов как раз-таки третьей декады. Начнется хорошо, но, ребята, скажу, у нас в этот момент еще на момент вообще в принципе коридора затмений у нас и Венера идет по весам. До самого, я бы так сказала, вот этого важного эмоционального момента у нас Венера будет проходить по весам, и к самому полнолунию она начнет съезжаться в квадратуре с Плутоном. Венера с Плутоном — это всегда история про доминирование, про финансы, про то, как мы показываем свою власть. Пусть это будет в деньгозарабатывании, либо в отношениях. И здесь, скорпионы, вам нужно вот эту историю, очень часто у скорпионов она прослеживается и в отношениях, и в финансах, все вместе. Поэтому здесь для того, чтобы этот период был для вас максимально комфортный и гармоничный, вышел в плюс, я бы советовала всем скорпионам до как раз-таки полнолуния 18 сентября
реализовать как можно больше, побороть свои страхи, нереализованные амбиции, разобраться в этом, хотя бы себе честно признаться. Составьте список, как вы хотите жить, что для этого вам нужно сделать, для того, чтобы сделать вот этот самый максимум. Да? И здесь история того, что чем продуктивнее сложится первая половина сентября, тем вот коридор затмений с 18 сентября по 2 октября будет гораздо продуктивнее, гораздо не настолько эмоциональный, насколько четкий и понятный. И это история, в которой мы не всегда любим себе признаваться, да, потому что надо же трудиться над этим, да. Получится очень хорошо, во всяком случае. Очень хорошо эта история сложится у скорпионов третьей декады, вообще весь проход коридора затмения. Скорпионы второй декады будут думать, что вот как-то обстоятельства заставляют очень сильно ругаться, спорить, будет напряжение, но при этом, ребят, все сложные недоговоренности, которые будут случаться в вашей жизни, да, они будут на пользу идти. Постарайтесь максимально коммуницировать, максимально планомерно, продуктивно пройти этот период, и тогда он сложится для вас очень даже хорошо. И тогда мы ко 2 октября придем как раз-таки очень даже в хорошем состоянии, потому что здесь очень много классных аспектов, очень много историй, связанных с финансами. Естественно, просто так их никто нам не даст, ребята. Да, нужно потрудиться здесь. Ну и во всяком-то случае скажу так, что коридор затмения, он не настолько сам страшен, как пытаются про него рассказать. Этот момент, который очень сильно влияет на мировые глобальные события. В самом, в принципе, да, коридор затмения. И здесь, так как это связано и с полнолунием, и с новолунием, эта история всегда эмоциональная. Поэтому постарайтесь как можно меньше в этом сентябре пылить, строить как раз-таки вот эти нерешенные конфликтные вопросы, задачи, которые не хочется разбирать, а в которых хочется кого-то обвинить. Поэтому старайтесь максимально честными и понятливыми проходить этот период, и тогда коридор затмений сложится хорошо. По крайней мере, я не вижу здесь никаких таких, знаете, сложных событий, которые не ведут к нереализации. Ну да, будет немножечко вот история у скорпионов первой декады напряженная в силу Плутона, в силу квадрата Плутона. И здесь, если не вытянете эмоционально, то получится в отношениях ругаться. Но в то же время, ребят, не затягивайте, понимайте, что это момент временный, и у вас есть силы для того, чтобы урегулировать партнерские отношения, любовь, для того, чтобы их вытянуть. Поэтому, дорогие мои любимые скорпионы, если подытожить, да, то сентябрь будет месяцем не столько тяжелого физического труда, да, сколько месяц уметь пережить трудности эмоциональные именно, когда, например, у скорпионов первой декады здесь будет очень много амбиций, сил, движения, действовать, но будет реально очень сильно страшно. Но для этого нужно разобраться в своих страхах, потому что здесь, ну, я скажу, аспекты на то, чтобы у вас получилось, они классные, да, то есть нужно замотивировать себя на то, чтобы получилось. У скорпиона второй декады следуйте по плану, Сатурн вам в этом поможет, и будет просто все прекрасно. Скорпионы третьей декады, Плутон помогает, Нептун эмоционально вдохновляет, должно получиться хорошо. Да, Уран выбивает из колеи, подгоняет жару, заставляет в новых историях вариться, запускать новые проекты, двигаться вперед, вносить новшества. Но это тоже хорошо. Мы с вами плавно движемся, ну, я бы сказала, уже ускоряемся, да, но ускоряться мы начнем только с июля 25-го. Мы с вами плавно движемся в очень быстро развивающийся мир, поэтому здесь очень важно вовремя под него подстроиться, под эти обстоятельства, для того, чтобы было хорошо. Скажу, что для всех скорпионов сентябрь будет очень важным месяцем эмоционально. Проходите трудности, связанные со своими страхами. Почему вы в отношениях пылите, в деньгах не дорабатываете, в будущем боитесь, и
И вообще, в принципе, это очень сильная скорпиония история, когда вы боитесь заглянуть вглубь себя и признаться себе в тех моментах, в которых вы на самом деле очень долгое время уже живете, но не хочется вот так снимать вот эту завесу розовых очков. Те скорпионы, у кого все прекрасно, кто разбирается в своих моментах, сложностях и страхах, да, ребят, внедряйте больше, делайте больше. Я скажу, что этот сентябрь для того, чтобы реализовать. Постарайтесь реализовать можно больше, если это связано с публичной деятельностью, до 10 сентября. Активность, мощь, пробивные способности. С 10 сентября уже более усидчивая такая монотонная работа, которая заставляет нас копаться больше, быть внимательными, да? Поэтому здесь история: просто разделите свое время для того, чтобы внедрить как можно больше, а планеты вам помогут. Потому что я скажу так, что все вот эти возможности изменения быстрые и резкие для скорпиона очень даже хорошо. Просто будьте скорпионом. В конце ролика сейчас прикреплю видео большое часовое про знак зодиака Скорпион. Посмотрите, если у вас будет часик. Постаралась максимально структурированно рассказать про вас, для того, чтобы больше себя понять, прислушиваться к себе и действовать по интуиции, которая у вас просто роскошная. Дорогие скорпионы, желаю для вас классного сентября. Надеюсь, что у вас все получится. Не стойте на месте, двигайтесь, двигайтесь в отношениях, двигайтесь в финансах, двигайтесь в развитии, в работе. И тогда у вас осень будет классная. Вы свой день рождения отметите совершенно на других энергиях и войдете уже в зиму 25 года совершенно на других интонациях, да? И 25-й тогда сложится для вас вообще очень классно. Ребят, спасибо, что были здесь, досмотрели это видео до конца. По классике в конце ролика актуальное видео. Если не смотрели, посмотрите, примите верное решение. Оставляйте вопросы в комментариях к этому видео. Ну а самых отважных, конечно же, жду на консультации. Рада, что вы досмотрели это видео до конца, и увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.